Больше, чем мои пальчики, но тем не менее это дамские пальчики. Очень вкусная штука, я всегда люблю блюда из него. Вот это килограмм индийский. Здесь по-любому больше килограмм, чем, допустим, если бы я во Владивостоке покупал килограмм, там было бы на треть меньше. Когда он закончится, мне оставлять не хочется, потому что завтра они уже испортятся. Окра у нас ужарилась, из нее ушло вот это все клейкое. Вкус это что-то среднее между спаржей и жареными баклажанами. kg. But good one. This not good, this good. This kitna? 40. No, this chalis ney. This chalis okay, this chalis ney. Здесь это по огурцы я не буду покупать за 40. О, у него есть кетчуп. Супер. Вот в этой лавке. И вот в этой лавочке я купил кетчуп. 147 рупий стоит. Он мне сделал скидку. Говорит, давай 145. 2 рупии скидка. Да, там на нем написано на кетчупе MRP 147. А где-нибудь в супермаркете в большом, в Матхуру, например, если поехать, там новый супермаркет большой, красивый, называется Smart Bazaar. Там вы купите этот кетчуп, наверное, рупий за 130, я думаю, 120. Что в супермаркетах, в больших торговых центрах оно все ниже, чем MRP продается. А в маленьких лавочках, наоборот, вот все точно как MRP. Дороже они уже не имеют права продавать, чем MRP. Поэтому продают MRP. А этот дядечка мне говорит 145 вместо 147. Ну хорошо, ладно. Я кетчуп покупаю у него, кетчуп горячий. Я говорю, гарам кетчуп. Он смеется и говорит, гарам кетчуп. Гарам это горячий. Значит, на языке хинди гарам, значит, гарам, горячий. Похоже, да? Гарам, горячий. Бандар. Бандар. Банда сева. Тух, калабандер. You know this song? Калабандер. Калабандер, черная обезьяна. Черный обезьян. Я этого продавца спрашиваю, говорю, а что нет электричества-то? Что случилось? В чем проблема? Он говорит, ну что, игра Радхарани. Игра Радхарани. То есть это Радхарани виновата, подруга Кришны, а не правительство, что нет электричества. Вот этот министр, он-то сидит наверняка под кондиционером с утра до вечера. Да. У него, наверное, есть этот самый там генератор стоит или электростанция личная на случай, если отключат у него электричество. Нет электричества до сих пор. Я ушел, его не было, наверное, больше часа. И сейчас еще нет. Сколько я гулял, тоже, наверное, час. А электричества вообще практически нет. Может, они специально ждали такого дня, когда будет не так жарко. Типа народу там проще переносить будет. И можно выключить электричество и что-нибудь там ремонтировать целый день. Наверное, так и есть, типа. Ну, сегодня не так жарко. Не 47, типа, переживете. Купил помидоров. Килограмм. Друзья, вот это килограмм индийский. Здесь по-любому больше килограмм, чем, допустим, если бы я во Владивостоке покупал килограмм, там было бы на треть меньше. А здесь вот килограмм за 40 рупий. Настоящий килограмм. Я не знаю, почему здесь килограмм в 1,5 раза больше, чем в России. Но вот здесь вот такой килограмм. Обманул торговец. Дал больше, чем килограмм, а я просил килограмм. Сегодня на базаре, здесь на нашем маленьком рынке, я купил вот такой прикольный зеленый овощ, который называется окра. Здесь еще в Индии называют его lady fingers, то есть дамские пальчики. Очень вкусная штука, напоминает на вкус что-то вроде баклажана. И надо его приготовить сегодня, потому что он долго не хранится. Вы покупаете его, и надо сегодня прямо его и использовать, друзья. Я вот уже время потерял, долго просидел с компьютером. Вот, что там внутри, такая штука интересная. Эта штука обладает хорошим охлаждающим действием. Хорошо принимать во время
всякой аномальной жары, как у нас здесь. Кстати, сегодня был хороший прохладный день. Так у нас и будет теперь. Завтра 39-40, может быть, будет и так до конца недели. И потом начнутся дожди уже. Придет муссон уже окончательно. И температура упадет. Где-то будет 34. Вот так днем. И ночью меньше 30. Это индийские помидоры. Я заплатил за них 40 рупий за килограмм. И вот эта штука тоже стоит 40 рупий килограмм здесь на базаре. Вот здесь, друзья, вот здесь полкилограмма. Вот этот большой пакет полкилограмма. Она такая, как бы, получается, что если килограмм брать, то будет очень много. Будет вот такой пакет. Я специально не стал брать килограмм, потому что я не съем сегодня, не приготовлю этот килограмм. Она завтра уже испортится. Растет она здесь у нас, прямо во Вриндаване. Если выйти за реку туда, немножко подальше, то вы увидите огромные поля, и вот эта штука растет. Когда мы здесь были на локдауне с мэри, в город нельзя было ходить, а в поля можно было ходить. Полиции не было, никто не заставлял вернуться домой. Поэтому мы ходили там, гуляли и видели много очень полей, где растет вот такая штука. На таких кустах она растет просто. Можно было срывать и есть. Вот эту штуку можно прямо вот так есть, если хорошо помыть. И она такая, как бы здесь есть такие волоски, как такой ворс. Ворс. Его можно вот так стереть, помыть эту штуку, и можно грызть просто как огурец. Ну, я не знаю, это пальчик, смотрите, больше, чем мои пальчики, но тем не менее это дамские пальчики. Очень вкусная штука, я всегда люблю блюда из него в Индии. Всегда заказываю где-то, если это есть в меню. Вкус это что-то среднее между спаржей и жареными баклажанами. У этого овоща есть такое свойство, это клейкость. Если мы возьмем просто вот так, разрежем на кусочки и начнем готовить какое-то блюдо из него, то блюдо получится клейкое. Такая будет масса такая, знаете, как загуститель, как будто тесто мы положили туда. Получится вот эта клейкость. Поэтому эту штуку часто используют при приготовлении разных супов, пюре и разных соусов, которые должны быть густые. Вместо того, чтобы добавлять муку, можно просто вот эту штуку добавить, и будет у вас клейкое такое, как бы густое такое блюдо. Для того, чтобы не было такого эффекта, если вы не хотите, чтобы у вас было блюдо такое клейкое, нарезать ее как бы для приготовления уже, вот эти, отрезать вот эти вот попки у нее, где стебелек, и замочить на час в растворе лимонной кислоты. Пару чайных ложек лимонной кислоты замочить на час, и потом эту воду слить, и все. Потом вы будете, когда готовить, уже вот эта клейкость из нее уйдет, и она будет сухая, нормальная, сухая, вкусная, если вам не нужна эта клейкость. Второй способ – это обжарить эту штуку, эту окру без воды, без доступа воды. То есть, поэтому я сейчас помыл под краном, видите, разложил, чтобы она высохла здесь у меня, чтобы не было ни капельки воды. Мы будем ее жарить как бы в собственном соку, без воды, тогда эта клейкость тоже не образуется. Если мы при жарке добавим немножко воды, попадет туда вода, то пойдет вот эта клейкость. Я не купил лимон, чтобы замочить в лимонном соке, и также у меня нет лимонной кислоты вот здесь, вроде как вообще нету в запасе. Поэтому мы будем использовать второй способ, то есть обжаривание без воды. Мы с вами будем делать сегодня что-то вроде карри. Карри с окрой и помидорами. Потом это все смешиваете с рисом и едите очень-очень вкусно. Пусть она полежит. Сейчас она еще не высохла до конца, поэтому оставляем, включаем вентилятор на всю катушку, и пусть она сохнет. Окра у нас высохла. Теперь нам нужно отрезать вот эти вот попки у нее, покрошить сюда. Что-то получается много этой окры. То есть вот эти полкилограмма. Когда он закончится, мне оставлять не хочется, потому что завтра они уже испортятся. Вот я днем покупал, и некоторые они уже стали вялые такие, знаете, начинают портиться. Окрочка, окрочка, Роксичка, Роксичка там спит. Она сегодня поела вкусной еды, а там еще осталось у нее ей на ночь. На 2 раза хватает пакетика. Включаем газ. Просушиваем нашу кастрюльку-сковородку. Есть у меня вот такие щипцы для этой сковородки, кастрюльки. Вот так можно будет делать. Сейчас вода испарится там, я кастрюльку мыл, чтобы у нас не было воды, самое главное там.
Все, кастрюлька у нас раскалилась. Масла у меня совсем мало осталось растительного. Ну, мы его сюда и выльем, собственно, это масло. Почти все. Еще можно добавить. И пока мы просто без каких-то приправ, без соли, без ничего, мы просто обжариваем окру. Вот она пошла обжариваться, друзья. Поскольку у нас этой окры много здесь, надо ее вот так перемешивать. Она должна ужариться. Окра у нас ужарилась вот так, довольно сильно. Никакой слизи у нас нет. Смотрите, вот, видите, как она ужарилась? Вот так ее стало, видите, вот почти на дне кастрюльки. Очень сильно ужарилась. Ну, как раз то, что нам и нужно. Это у нас помидоры, и там одна луковица маленькая осталась у меня. Когда-то покупал лук. Если вы не едите лук, то не обязательно класть сюда его. Закидываем сюда помидоры нарезанные. Включаем газ. Я временно выключил его. Вот. Начинает у нас все это вот так шуршать. Перемешиваем все. Получается очень много. Но сейчас помидоры еще ужарятся. Вернее, я жарить не буду уже. Я буду тушить это все сейчас, друзья. Добавляем соли. По вкусу. Кто-то любит более соленые, кто-то любит менее соленые. Также я добавляю вот такую приправу. Называется она Kitchen King. Король кухни. Король кухни. Добавляем короля кухни. Можно не добавлять, если не хотите. Если у вас нет, можете добавить, например, имбирь. Тоже очень хорошо будет с имбирем. Имбиря у меня нет просто. Я добавляю вот эту индийскую приправу Kitchen King. Ну, я думаю, вам сейчас индийские приправы вообще не проблема купить в любой стране. Они есть. Также хорошо сюда добавить имбирно-чесночную пасту. У меня, к сожалению, нет ни имбиря, ни чеснока, поэтому я не смогу добавить. Можно добавить немножко сахара, тогда будет вкусно, немножко сладко. Я добавлю вот такой соус, он очень сладкий, вместо сахара у меня будет этот соус. И вот такой зеленый соус, это для остроты, чтобы было немножко остренько. Острая еда у нас тоже помогает преодолевать жару. Хотя жара у нас почти закончилась, друзья. Перемешиваем. Я добавляю еще немножко кетчупа. Сейчас меня будут ругать люди, но это индийский кетчуп, он очень классный, поэтому я его все-таки добавлю. Вы можете не добавлять, он, в принципе, он здесь не особо и нужен. Просто этот кетчуп очень вкусный, сладкий, без лука и чеснока, это чисто индийский. Например, в Турции кетчуп очень невкусный, мне он не нравится. В Турции он кислый, а здесь кетчуп сладенький. Добавляем, друзья, водички. О, видите, что происходит? И теперь уже тушим. Из окры. Окра у нас ужарилась, из нее ушло вот это все клейкое. Все, видите, вот такая должна быть примерно консистенция. Хотя давайте добавлю еще капельку воды, чтобы она была не сухая, чтобы она была пожиже, чтобы можно было хорошо наливать ее в рис. Вот. Практически наше блюдо готово. Сейчас оно все здесь совместится. Вот так. И все, можно будет снимать. Так, друзья, все, достаточно. Достаточно. Она еще дойдет сама потом. Убираем с огня. Куда-нибудь ставим, закрываем крышкой. А на огонь ставим нашу скороварочку с рисом. И через 5 минут все будет готово. Вот смотрите, какой рис в сковородке. Офигенный рис. Много есть не хочу на ночь, уже поздно у нас. Я все это затеял, чтобы не испортилась окра до завтра. Немножко риса. Это мне на завтра. В холодильник пойдет. И вот наша карри, друзья, добавляем. Смотрите, какая штука офигенная. Это просто мечта
Такого не поедите в ресторане, даже в Индии. Вот и Рокси тоже досталось сегодня. Что я буду один есть, а Рокси не будет есть. Я развожу ее любимый корм влажный марки Meo. В водичке добавляю питьевой, чтобы она больше употребляла жидкости в жару. Это очень хороший корм, на мой взгляд. Он прям вот настоящей рыбой пахнет, как будто открываешь консерву тунца какого-то. Называется Meo океанические рыбы. Крутится, да, вот эта тарелочка. Давай вот здесь, Рокси. Вот здесь не будет крутиться. Вон там ешь. Вон там ешь. Вот, доедай. Здесь не будет крутиться. Да. Трение лучше. Там тоже крутится. Но ничего, она съест все. Обалденный запах. Я съем это прямо сейчас все, и мне будет плохо. Шутка. Все я не съем, я съем чуть-чуть, а все остальное я съем завтра. Все, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылку найдете в описании. Все ссылочки найдете в описании на все мои ресурсы. А я с вами прощаюсь. Всех благ, мираба, намасте, бай-бай, пока-пока.